Привет, друзья и случайно зашедшие. Я странный дядька, вы у меня на канале, а я в Бишкеке, в прекрасной стране Кыргызстан. Попал я сюда, по большому счету, совершенно случайно. Я был на озере Иссык-Куль, решил поехать в горы, потому что нашел там место с перевалом на высоте 4013 метров над уровнем моря. Но дорога туда была грунтовая, усланная камнями. Я, в общем, убил там 2 колеса. А поскольку вокруг Иссык-Куля все, так сказать, предложение шин было строго ограничено и не слишком хорошо по цене, то я решил, что 200 километров доехать до Бишкека для того, чтобы купить себе 2 так нужных покрышки, потому что 2 моих были просто только на выброс, в общем, не составляет проблемы. Я приехал в Бишкек, купил на рынке 2 бэушных колеса, потому что новые колеса нищебродом типа меня не по карману. Ну и раз уж я здесь, то как минимум решил заехать на центральную площадь. И вот я тут. Здесь памятник Манасу. За ним, я так понимаю, национальный музей. Вокруг парк, наверное, парк Чингиза Айтматова, как мне кажется. Здесь какие-то вот то ли административные здания, то ли что-то еще. На карте они почему-то никак не подписаны. Вот там, я не знаю, что это за здание. Наверное, здание театра, а может быть нет. Опять же, на карте почему-то не подписано. Там стоит памятник Чингизу Айтматову. Здесь еще одно административное здание. Здесь гуляет куча народу. Все такое интересное. Самое интересное, что вот здесь главный флаг республики расположен. И там почетный караул. И когда я мимо проезжал на машине, этот почетный караул менялся. Я, естественно, снять это не успел. А с какой периодичностью это происходит, я не знаю. С одной стороны, было бы, наверное, интересно снять этот процесс смены почетного караула. С другой стороны, он только что поменялся. Если они там стоят, предположим, часа 2, то стоять здесь и ждать, когда будет в следующий раз, наверное, тоже не очень. Таблички с расписанием никакой нет. Узнать, не подходить же к ним самим спрашивать, когда они будут меняться. В общем, такое вот сумбурное, спонтанное видео. Просто обойду вокруг, тем более, что уже темнеет и скоро будет темно. И покажу вам то, что смогу увидеть сам, потому что я думаю, что здесь я заночую, и с утра я уже поеду в обратную сторону, в сторону Иссык-Куля, доделывать недоделанное. Такой вот случайный, спонтанный визит в Бишкек получился. Посмотрим, что из этого выйдет. Если двигаться влево, глядя на главный флаг, на пост номер 1 в Кыргызстане, то левее его по проспекту находится сквер дружбы России и Кыргызстана, в котором стоит вот такая вот высоченная стела, посвященная столетию добровольного вхождения Киргизии в состав России. Дальше по проспекту, по Чуйскому проспекту, расположено вот такое вот монументальное, очень интересное здание. Это здание парламента Республики Кыргызстан. Перед ним есть вот такие вот тоже не менее монументальные фонтаны, но, к сожалению, они сегодня не работают. Но здание, конечно, производит впечатление. Это такая махина с расходящимися, так сказать, стенами кверху. Очень интересное решение. Выглядит очень впечатляюще. А там он на заднем плане, в парке, по-моему, имени Панфилова он называется, колесо обозрения есть. Блин, жалко, что я со всеми своими делами справился только тогда, когда уже солнце фактически село. Сейчас, наверное, качество картинки будет ужасающее, ужасное. Ну, по крайней мере, надо пройти дальше по проспекту. Пока идем, расскажу первое впечатление от Бишкека.
Город такой эклектичный, но прежде всего он такой, как бы это сказать, европейский, что ли. Например, ездивший по, там, я не знаю, в Алматы, где-то еще. Везде сразу же чувствуется такой, как это сказать, ореол Востока. А вот здесь, если не, как бы сказать, вспоминать, где ты находишься, не возвращать себя, так сказать, в район Центральной Азии, то кажется, что это какой-то европейский город. Это вот очень интересное впечатление. Я буквально был-то здесь всего пару часов. Я проехал от одного въезда там вдоль окраины до рынка. На рынке сделал, как бы сказать, колеса свои. И через некоторое время от рынка приехал вот сюда в центр. И в общем все. Но полное ощущение, что город такой вот прям европейский. Очень интересное впечатление. По пути к кинотеатру «Россия» я не обратил внимания на карте, но здесь вот есть вот такой вот Дом Союзов. Совершенно такой вот социалистический модернизм, такие вот колонны. Там вот наверху портик с таким шпилем, монументальная деревянная высоченная дверь. Сейчас, как там написано, это здание занимает Федерация профсоюзов Кыргызстана. Ну тоже шикарнейшее советское модернистское здание. Очень хорошо, что сохранено в первозданном виде и прям в очень хорошем состоянии. На противоположной стороне проспекта, вон я там заметил такой вот портик, на котором написано «Дом свадебной моды». Тоже, видимо, какое-то наследие Советского Союза. Здорово, что все вот это вот не разрушено и поддерживается в хорошем состоянии. Не то чтобы прям наследие Советского Союза обязательно нужно сохранять и приумножать. Нет, но это же тоже архитектурные, скажем так, ну если не шедевры, то как минимум заслуживающие внимания работы. К Дому Союзов слева примыкает вот такое вот здание, построенное уже гораздо позже. Но тут тоже здание интересное. Здесь вот есть такой вот портик с таким вот, ну как это сказать, интересным орнаментом. А еще это здание сразу нам подсказывает, что мы находимся в жарком климате. Видите вот эти вот такие маркизы на окнах? Практически на каждом окне. Призвана она защищать от яркого солнца, в то же время не ограничивая поступление света. Такой вот маленький нюансик, черта, который сразу же рассказывает тебе, что ты в жарких местах. Ну а вот здание кинотеатра «Россия». И особенно интересно на нем вот эта вот надпись 3D. Добавляет, так сказать, такого колорита ко всему этому. Ну, на самом деле ничего примечательного, обыкновенное советское здание, как мне кажется, без излишеств. Хотя вон там вот внутри видны какие-то такое вот интересное оформление. И, возможно, внутри эта штука тоже архитектурно очень интересна. В любом случае, хорошо, что он есть. На входе находятся вот такие вот штуки, я не знаю, как их назвать. Какие-то монументальные, так сказать, скульптуры, малоархитектурные формы. Ну, вход уже дверная группа современный. А оформление, о котором я говорил, это вот эта вот алюминиевая штука и алюминиевые такие подвесы на потолке. Вот это вот очень шикарно выглядит. Здесь уже есть такие современные элементы декора и оригинальные штуки, как, например, вот эта бетонная лестница, отделанная алюминием. Здесь вообще очень интересное сочетание вот этого вот бетона и алюминия. Такой вот бруталистский стиль. Очень здорово, что этот кинотеатр таким вот образом реновирован. Вроде сохранены старые элементы дизайна, задумка, так сказать, изначально архитекторов, и в то же время здание несет совершенно современный функционал. Многозальный так сказать, комплекс, 3D-шный кинотеатр современный, со всеми атрибутами и всеми сервисами. Во. А сразу же за кинотеатром расположен вот такой вот интересной формы павильон. Здесь такое вот
круглая какая-то форма. Там вот квадрат, под квадратной крышей какой-то многоугольник. И все это заколочено, забито и заброшено, похоже. А было наверняка что-то интересное. Вот смотрите, вся же эта верхняя часть, это же люминесцентный какой-то экран, на котором что-то было написано в свое время. Интересно, что это было? Может быть, какое-нибудь кафе или что-то еще. Но это тоже уникальное архитектурное сооружение, которое хорошо бы сохранить. В комментариях под роликами, где я показываю какое-нибудь советское наследие, меня часто упрекают в том, что я вот, дескать, любитель совка и все такое. Это не так. Так вот, неважно, в какой момент, в какое время, под чьим управлением и кто был автор и каких политических взглядов он придерживался. Если это произведение искусства, оно заслуживает внимания, заслуживает сохранения. Если это типовая пятиэтажка, коих миллионы, ну, конечно, ее можно реновировать или даже снести и совершенно об этом не жалеть. Насколько я понимаю, в кыргызском языке это дворец спорта. И вот он, извините, имеет совершенно уникальный дизайн. Это абсолютно точно произведение искусства, архитектурного искусства. И вот такое здание однозначно заслуживает поддержания в хорошем состоянии, сохранения, может быть, даже переориентацию на какой-то другой функционал, если оно перестало соответствовать современным требованиям. Был дворец спорта, стал, скажем, в нынешних условиях неподходящим. Ну, переориентировать его для проведения концертов или каких-то других мероприятий. Но ни в коем случае не обшивать его гипроком, не зашивать пластиковыми панелями, не пристраивать к нему каких-нибудь будочек и всего вот этого вот. Уникальное здание в одном экземпляре — это всегда очень-очень круто. А здесь вот сразу за зданием парламента целый парк аттракционов. Я не знаю, наверное, уже слишком темно. И уже картинка дергается наверняка из-за того, что темень полная. Наверное, пора сворачивать мою прогулку, потому что буквально еще 15-20 минут и не будет видно уже ничего. В общем, такое вот получилось случайное видео из-за моего случайного приезда в Бишкек. Не собирался я в этот раз в Бишкек, но так получилось, что пришлось. Что увидел, то вам показал. Надеюсь, вам понравилось. Поставьте лайк, подпишитесь, поддержите материально, ну или хотя бы морально. Счастья, здоровья, любви, терпения. Странный дядька из случайной поездки в город Бишкек.